Yeah, it's important to keep your home environment centered around Krishna. Для этого необходимо свое окружение, свой дом держать таким образом, чтобы в центре дома был Кришна. As much as possible, put him in the center of your life and offer all your food to him and remember his name. Сделать Господа Кришну центром своей жизни, предлагать Ему пищу, повторять Его имя. And everything you do, ultimately it will be an offering for him. И в конечном счете все, что вы будете делать, будет рассматриваться как предложение Ему. And how you start your day is very important. Также очень важно, как вы начинаете свой день. The advice is always try to get up early and have some time for your spiritual practice in the early morning hours, just for your spiritual practice. Можно посоветовать рано вставать и посвящать утренние часы духовной практике. Это более чем благоприятно. Try to go to sleep a little early so you can wake up early. Постарайтесь ложиться спать чуть раньше, чтобы вставать рано. And have that time to yourself. И посвятите время себе. And make, if possible, an altar for your prayers and for your offerings. Если возможно, соорудите алтарь для своих молитв и подношений. A clean place where you can chant and pray and read. Это должно быть чистое место, где вы сможете воспевать мантру на четках, читать. And we've made so much digital media available in the form of sadhu sangha, harikatha. You can always listen to that while you're cooking or cleaning or doing gardening or whatever, in your car, driving. И благодаря современным технологиям садхусанга и харикатха доступна нам в любое время, в любом месте. Слушаете ли вы ее во время приготовления пищи или ведете ли вы автомобиль, где угодно и как угодно. Благодаря цифровым медиатехнологиям харикатха стала доступной для нас. Make sure you're hearing something regularly, some harikatha, to keep your spirit lifted. Убедитесь в том, что ежедневно, регулярно вы слушаете какую-то харикатху для того, чтобы держать ваш дух в приподнятом состоянии. And if you live near a center, a temple, try to participate. А если вы живете недалеко от храма или центра, постарайтесь принимать участие в мероприятиях. Can participate on many levels. А участие принимать вы можете на разнообразнейших уровнях. And if you live far, you can send donations, your concentrated, hard-earned energy. You can send that to the temple. That'll be good for you. Если вы живете поодаль храма, вы можете жертвовать деньги туда, потому что деньги — это честным трудом, посильным трудом, от всего сердца заработанная энергия, которую вы пытаетесь отдавать. Always go to the temple with something, some kind of offering for the deities. Храму всегда будут нужны какие-то подношения для божеств. This way we're always in a service mood. Таким образом, мы сможем всегда пребывать в настроении служения. As much as possible, cultivating that and keeping that alive. Нам стоит как можно больше культивировать такого рода чувства для того, чтобы оно стало неотъемлемым в нашей жизни. Really, the best way is through association. И на самом-то деле самый лучший способ — это связь с преданными. Good devotee association, sadhu sangha. Связь, хорошая связь с преданными, садхусанга. So that's available in two forms, passive and direct. И это возможно в двух направлениях — пассивном и непосредственном. Direct is meeting the devotees and the sadhus, the guru, who is the king of the sadhus, in person. Непосредственное направление — это живая встреча с вайшнавами, с гуру, который является царем всех святых. And passive sadhu sangha is the books, the scriptures, the
sadhu sangha on digital media, audio, video. Пассивная садхусанга — это изучение книг, писаний, слушание чего-либо, изучение вживую или в цифровом формате. So actually there's many ways we can help ourselves. Поэтому на самом-то деле мы можем помочь себе множеством способов. And all of them will help. И каждый из них поможет. And Krishna's in our hearts. He knows what we're going through, our troubles, our difficulties. И Кришна, который живет в наших сердцах, все знает. Он знает все наши проблемы и все наши сложности. And if he sees we're trying, he will help us. И если он увидит, что мы пытаемся, он обязательно поможет. Okay. Понимаете? Where do you live? А где вы живете? Okay, you're nearby then. Ага, значит, вы живете неподалеку. So it'll be easy for you to get sadhu sangha. В таком случае вам будет очень просто получить садхусангу. Some of our devotees live in the middle of nowhere. Множество наших преданных, вернее, некоторые, живут в середине ничего. Очень далеко, то есть. There's even a few who've never met Gurudev, and even Avadut Maharaj gave initiation to someone on the telephone, living in middle of nowhere. И есть даже такие преданные, которые живут настолько далеко, что они никогда в жизни не встречали Гурудева, а Шрила Авадут Махарадж давал им посвящение по телефону, настолько далеко они живут. So our heart goes out to all those devotees living in remote places, and we spend a lot of energy. I stay in our Chiang Mai ashram in Thailand. We have our studio, and we work very hard to supply, we produce digital media for especially the devotees who are isolated and far from temples and association. И мы пытаемся поделиться сердечными чувствами с такого рода преданными, которые живут далеко. Например, я, говорит Бхакти Лалита, живу в основном в Чанмае, где находится наша студия по производству разнообразного медиаконтента. И в целом этот контент направлен именно на поддержку такого рода преданных. Like Goswami Maharaj's live stream classes 3 times a week. That's a real lifeline for many devotees. Например, Госвами Махарадж дает лекции 3 раза в неделю, которые транслируются в режиме лайв, то есть прямая трансляция. И для множества преданных это просто глоток жизни. People can write their questions, he'll receive them, answer them, and they can hear it on live on the internet. Люди имеют возможность писать вопросы, на которые мы обязательно отвечаем. И насколько же это чудесно для них. И отвечаем на них в прямом формате, во время прямых трансляций. And we get so much good feedback from everyone. Thank you for doing this and making it possible. And we know it's effective. Мы получаем огромное множество позитивных, хороших отзывов, чувство благодарности за то, что мы делаем. Люди говорят нам спасибо, огромное спасибо. Это настолько эффективно, это помогает. So you're in a very lucky situation. Поэтому в этой связи вам очень повезло. We get so many auspicious sannyasis and acharyas coming through here regularly, always visitors, and Avadut Maharaj comes often. Лахту регулярно посещают наши саньяси, наши духовные учителя, поэтому это очень благоприятно жить неподалеку. Maybe you got to meet Srila Trivikram Maharaj recently. Возможно, вы встречали Шрилу Тривикрама Махараджа совсем недавно. And now we have Goswami Maharaj today arrived, and Madhusudan Maharaj, and Avadut Maharaj. И сегодня приехал Шрила Госвами Махарадж, также уже с нами Шрила Мадхусудан Махарадж и, конечно же, Шрила Авадут Махарадж. Keshavananda Prabhu. Не стоит забывать и о Кешавананде Прабху. And he's very accessible, Keshavananda Prabhu. You can talk to him. He's
mixing with everyone, eating with everyone, and in a very humble position. И что касается Кешавананды Прабху, то он очень доступная личность, он, скажем так, тусуется вокруг со всеми, он кушает со всеми, поэтому с ним легко начать общаться. Madhusudan Maharaj also is readily available to talk to anybody any time of the day or night. Также и Шрила Мадхусудан Махарадж, он с радостью пообщается в любое время дня и ночи с теми, кто захочет это сделать. He always leaves his phone turned on. У него всегда включенный телефон. Everyone from all over the world calling him help. Многие люди со всего мира звонят ему с просьбами о помощи. So we had just a wonderful celebration. Maybe you joined us for his Vyasa Puja. Совсем недавно мы прекраснейшим образом отметили его Вьяса-пуджу. Возможно, вы были с нами в тот день, 1 сентября. That was his first ever Vyasa Puja. Это была его самая первая Вьяса-пуджа. And he didn't like it, but Avadut Maharaj explained to him, this is for, the new devotees and the disciples. You should do this and sit down. Ему на самом-то деле не очень-то это все и понравилось, но Шрила Авадут Махарадж объяснил ему, что это не для вас, по большому счету, а для преданных, для новичков, поэтому, пожалуйста, посидите чуть-чуть здесь, в этом кресле.